Марк ехал по бесконечной сибирской трассе, и зимний лес вокруг погружался в холодную тишину. Снег медленно ложился на крышу его грузовика, а дальние ели стояли, словно сторожа, наблюдая за одиноким странником, пока вдруг кабаны не преградили ему дорогу. Они стояли неподвижно, тяжелое дыхание поднимало клубы пара в морозном воздухе. Сердце Марка сжалось, он остановился, оценив ситуацию. Вздохнув, он вышел из кабины и осторожно попытался их прогнать. Кабаны медленно отступали, но один взгляд вперед заставил его замереть. Там, где дорога раньше вела через овраг, лежал разрушенный мост, словно проглоченный пропастью. Деревянные балки свисали над пустотой, а беззащитная трасса обрывалась в холодную тьму. Если бы не кабаны, если бы они не задержали его на мгновение, из-за гололеда Марк не успел бы вовремя остановиться. Его грузовик уже скользил бы по краю, а он сам оказался бы внизу. Сердце его бешено колотилось, дыхание сливалось с холодом. Кабаны, которые казались помехой, неожиданно стали хранителями его жизни. Он стоял на краю пропасти, глядя на пустынный овраг, и ощущение одиночества сменилось странной благодарностью. Иногда, думал он, жизнь подбрасывает испытания, которые спасают не тем, что они видны, а тем, что скрыты за мгновением, за секундой, за дыханием, за случайной встречей на пустынной дороге. Марк снова сел за руль. Кабаны исчезли в зимнем лесу, а грузовик медленно тронулся, оставляя за собой только следы на снегу и чувство, что природа иногда спасает тех, кто думает, что одинок. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.